Фактически Европу надо пристрелить. Это как какая-то бешеная собака, которая просто так бегает по улицам, и с ней нужно что-то делать. Скотт Риттер, бывший разведчик морской пехоты США, дал интервью Ксении Собчак 6 июля. За один разговор он успел сказать 4 вещи, от которых действительно становится не по себе. Назвал Европу бешеной собакой, сказал, что Германия готовится к войне с Россией, и назвал точный год. Заявил, что Франция обсуждает удар по Петербургу и Мурманску, и добавил, что ЦРУ готовит в Москве повторение Киевского Майдана. А также он предположил, когда же закончится конфликт с Украиной. Ладно, не так быстро и не так хорошо закончится. Я хотел бы, чтобы все быстро закончилось. Я хотел бы, чтобы все закончилось очень быстро. И хотел бы, чтобы все закончилось победой России. Но мир так не работает. Во-первых, много надежд России зависит от США. Будет ли США надежным партнером? Какова сейчас политика США в отношении России? Она не изменилась после того, как еще давно ее оформил Ллойд Остин, министр обороны США. Ее цель — стратегическое поражение России. Что это значит? Скотт Бессент сказал: мы хотим, чтобы ваша экономика развалилась от атак по вашей нефти. Это министр финансов США при Дональде Трампе, на минуточку. Он сказал, что сейчас работает над развалом вашей экономики, подавляя все ваши возможности экспортировать энергоносители. И сразу честно, ни у одного из этих заявлений нет независимых подтверждений. Это его слова, не рассекреченные документы. Но у человека, который 12 лет прослужил в военной разведке, слова редко бывают случайными. И вот почему это стоит разобрать внимательно, а не пропустить мимо новостной строкой. Начнем с Европы. Он сказал: Европа бешеная собака, а бешеных собак убивают. И сразу объяснил, что имеет в виду именно Германию. Они утвердили военную стратегию и заявили: мы хотим пойти на войну против России в 2029 году. 2029 год. По его словам, страна утвердила военную стратегию и открыто заявила: мы хотим пойти на войну против России в 2029 году. Год. Не когда-нибудь и не в будущем. Конкретная цифра, названная без паузы. Тут стоит остановиться на секунду. Почему человек так уверенно называет год? Либо у него действительно есть на это основание, либо он давно привык говорить с полной уверенностью о вещах, которые проверить нельзя. Я не знаю, какой из этих двух вариантов правильный, и, если честно, никто со стороны сейчас точно не знает. Один факт вокруг этой цифры все же реальный, и его легко проверить. Германия и другие страны Европы последние годы действительно наращивают военные бюджеты. Это открыто, это подтверждено официально с обеих сторон. Это не выдумка Риттера. Вопрос не в том, вооружается ли Европа. Вооружается. Вопрос в другом, готовится она обороняться, как утверждают европейские правительства, или нападать, как утверждает Риттер. Один и тот же факт, два противоположных объяснения. Дальше Франция. По словам Риттера, французы обсуждают перенос части своего ядерного арсенала в Финляндию. Не для обороны, а чтобы при необходимости ударить по Петербургу, Кольскому полуострову и Мурманску. Французы тоже говорят, что хотят перевести часть ядерного заряда в Финляндию для того, чтобы оттуда напасть на Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Мурманск. Конечно, это бешеная собака. А что с бешеными собаками делают? Убивают, и все. И снова здесь есть реальная деталь под спорным выводом. Финляндия действительно вступила в НАТО в 2023 году, впервые за всю свою историю. Граница между Финляндией и Россией стала границей НАТО. Сам этот факт общеизвестен и никем не оспаривается. А вот куда именно движется военное планирование внутри Альянса после этого уже не факт, а его личная трактовка. Ни один независимый аналитик версию про удар по Петербургу и Мурманску не повторил. Ни одно официальное лицо Франции ее не комментировало. Это личная интерпретация Риттера, а не рассекреченные разведданные. И я говорю это прямо потому, что именно так на этом канале принято работать с любыми громкими заявлениями.
Та же логика у его заявления о ЦРУ, но здесь предыстория еще более давняя. То, что американские спецслужбы в 20 веке действительно вмешивались во внутреннюю политику других стран, не секрет и не теория заговора. То, что ЦРУ раньше свергало правительство, это реально подтвержденный исторический факт. Расследования Конгресса США в 70-х годах это доказали. И именно поэтому слова Риттера про московский Майдан звучат убедительно. Но убедительно не значит доказательно. Прошлые грехи ЦРУ не делают его слова правдой про сегодняшнюю Москву. Что хочет ЦРУ? Задача ЦРУ – создать потенциал для московского Майдана. Они хотят, чтобы улицы Москвы наполнились рассерженными россиянами, которые говорят: «Все, конец режиму Путина». Все это то, чего хочет правительство США. Если вам нравится такой формат анализа, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. В следующем разборе расскажу еще более шокирующие детали. И последнее, самое неожиданное. Риттер сказал, что задача ЦРУ сейчас – создать условия для московского Майдана, чтобы улицы Москвы наполнились людьми, требующими конца режима. Слово выбрано не случайно. Майданом называют площадь в Киеве, где в 2004 и 2014 прошли массовые протесты, и оба раза они заканчивались сменой власти. Для российского уха это слово давно значит одно – переворот, организованный извне, а не стихийное недовольствие. У страха перед таким сценарием в самой России тоже есть реальная почва. В 2011 и 2012 годах на Болотной площади в Москве уже проходили крупные протесты. После выборов десятки тысяч человек, самые массовые акции за 2 предыдущих десятилетия. Тогда до смены власти не дошло, но сама память о том, что такое возможно и в Москве, у людей осталась. Риттер обращает внимание к этой памяти, а не к абстрактному страху из ниоткуда. И еще один слой, который делает его слова понятнее для российского зрителя. В России уже больше 10 лет действует закон об иностранных агентах. Организации отдельных людей официально объявляют связанными с иностранным влиянием, если находят у них зарубежное финансирование или контракты. Идея, что за протестной активностью может стоять внешняя сила, а не только внутреннее недовольство, в России давно не абстракция, а часть законодательства и повседневных новостей. Риттер говорит на языке, который местной аудитории уже знаком. Теперь то, что объединяют все 4 заявления. Ни одно нельзя проверить документально, ни разведкой, ни официальным подтверждением, ни зависимым источником. Все, что у нас есть, это слова одного человека в одной студии. Но вот что интересно, Риттер не случайный гость с улицы. 12 лет в разведке корпуса морской пехоты США. После войны в Персидском заливе в 90-е годы он 4 года провел в Ираке как инспектор ООН и искал доказательства химического и биологического оружия лично. На объектах они разбирал донесения за письменным столом в Вашингтоне. Это была одна из самых громких международных инспекций конца 20 века, и именно он в ней участвовал напрямую. Он и сейчас не просто комментатор из студии. В январе 2024 года Риттер лично принимал в Чечне Рамзан Кадыров, показывал военную технику, знакомил с бойцами. Человек со стороны на таком уровне обычно не встречают. Значит, в России к нему относятся не как к случайному иностранному блогеру, а как к фигуре, с которой стоит разговаривать всерьез. Человека с таким прошлым учат одному – не говорить того, чего не можешь обосновать. Либо он изменил этому правилу ради яркой цитаты на камеру, либо он действительно так думает. И в этом интервью намеренно отказался от привычного профессионального языка, который вырабатывал долгие годы службы. Ни один из этих вариантов не радует, и третьего разумного объяснения у меня для вас, честно, нет.
И это, кстати, не только его личная история. Когда военный или разведчик уходит в отставку и начинает давать интервью, его манера речи меняется. Вместо сухих и осторожных фраз, которые были обязаны на службе, он начинает говорить ярко и резко, так, чтобы его слова легко запоминались. И это не значит, что он врет, но и не делает их автоматически правдой. Это делает их частью медийной профессии, у которой свои правила игры, отдельные от правила разведки. У самого Риттера это уже устойчивая привычка, не разовый случай. Месяцем раньше, в июне, на Петербургском экономическом форуме он лично сказал корреспонденту: «Украине не стоит и дальше пинать собаку, которая рычит», имея в виду Россию. Один и тот же образ, направленный в разные стороны в разные месяцы, в зависимости от того, кого он в этот момент считал опасным – Украину или Европу. Что с этим всем делать зрителю? Вопрос открытый, и у меня нет на него готового ответа. Можно отмахнуться, мало ли что скажет офицер в отставке, а можно услышать в этом сигнал. Если человек с таким прошлым выбирает именно такие слова именно сейчас, стоит хотя бы держать это в поле зрения, не принимать как за последнюю истину и не отбрасывать с порога. Я для себя решила так: слежу за тем, повторит ли он эти конкретные заявления еще раз в ближайшие месяцы, или они уйдут в тишину вместе с этим интервью. Если человек действительно верит в свои слова, он обычно возвращается к ним снова и снова, а не произносит один раз и забывает. Проверим вместе. Если он повторит хотя бы одно из этих 4 заявлений, я обязательно сделаю про это отдельное видео. Мы уже разбирали похожий разрыв между словами и реальностью, видео про ультиматум Трампа Зеленскому. Там ровно тот же принцип, только с другой стороны конфликта. Напишите в комментариях, вы думаете, Риттер говорит то, что реально знает изнутри, или сгущает краски ради эффекта? Мне правда интересно, что вы думаете. Напишите честно. Сохраните это видео, чтобы не потерять такие разборы, я буду делать их регулярно. И обязательно нажмите подписаться и включите колокольчик. Без колокольчика вам не будет приходить уведомления о новых видео, и мы с вами просто потеряемся. Видео дублируется на Рутубе и ВКонтакте. Ссылки на соцсети будут в описании к этому видео. С вами был канал Великолепная История, и я ее ведущая Кира Котова. И я с вами не прощаюсь, а говорю вам пока-пока.